Лето уже наступило, полгода пролетело, а мы так часто не успеваем насладиться этим временем. Время уходит, но что мы делаем с ним? Как успеть сделать все, что нам нужно? И не забыть о главном – отдыхе. 5:15 утра. Мы отправляемся в горы. Дорога в горы начинается с небольшого храма. Впереди нас ждет бамбуковый лес. Мы начали подниматься в горы с надеждой увидеть бескрайние просторы и красоту природы. Хоть эти горы и недалеко от нас, но мы сюда пошли впервые. А подъем тут начался уже совсем крутой. А здесь нас ждет еще небольшая беседка для отдыха. Впереди нас ждут очень крутые ступеньки. Вау. И здесь на полпути нас настигает странник с палкой, и он кричит еще. Но чем выше мы поднимались, тем больше скрывалось вокруг нас. Туман окутал нас, скрыв даже самые ближайшие вершины. Вот отсюда мы начинали свой путь. И вот мы осознали все, что мы ожидали, осталось за горизонтом. И что же теперь? Вверху возле храма у людей есть такой навесик, где они обедают. А мы почти уже на вершине горы. Не знаю, стоит ли вообще туда идти. Потому что ступеньки закончились, началось бездорожье. Наша дорога превратилась в тропинку уже. Пробирание через джунгли. Кажется, мы уже совсем близко. Мы уже точно среди облаков. И до вершины осталось уже совсем немного. Погода нас сегодня подвела. Мы выбрали, конечно, день самый облачный, походу. Вот здесь я слышу где-то ветряк работает. Значит, мы уже почти на вершине. А на дороге нас встречают вот такие паутины, которые не видно почти что. С маленькими пауками. Венти! 我现在在洗了澡呀。 Вот так вот почти что выглядит финишная прямо. Облака и последние ступеньки наверх, где должен был открываться прекрасный вид на горы. Вот мы и поднялись, а горы окутаны облаками. Но это прикольное ощущение быть на горе среди облаков. Класс. По погоде писала видимость 11 километров, а реально видимость вот до ветряка здесь, ну сколько, 30 метров. Его не видно уже. Возможно, туман – это символ того, как жизнь иногда ускользает от нас, не давая ответов. Но иногда именно в этих моментах неопределенности мы находим настоящее спокойствие. Не всегда нужно искать четкие ответы. Просто нужно идти вперед. Это то место, куда мы поднимались пешком с Вентин. Мы посмотрим. Нет, это не оно. Я снова вернулся в горы. На этот раз на мопеде и сам. И вот когда ты мчишь по горной дороге, ты понимаешь, жизнь — это не всегда пеший путь. Иногда нужно ускориться, чтобы увидеть все, что мир предлагает. Ветер в лицо, пустой серпантин и огромное пространство вокруг. Вот, я приехал на то место, откуда мы поднимались. Есть. Поднялся на вершину этих гор. И да, я наконец-то увидел все, что нас окружало вокруг этих гор. Смотря на эти виды, я понял, что самые важные моменты — это не достигнутый результат, а путь, который ты прошел.
Ну, там наш цирк. А я на вершине гор. Круто-то как. Ну вот, начинается наше схождение сквозь облака и джунгли. Приходится просто пробираться. Остановились на буквально 1 минуту снять табличку. Нас облепили комары со всех сторон и покусали. Здесь наступила темнота. Мы спустились к храму. Сейчас будет спуск побыстрее по ступенькам. Мы почти спустили. Начало пробиваться немножко небо, но горы все равно остались в облаках. Вниз идти быстрее, но ноги забиваются сильно прям. Ну вот мы и спустились. Отсюда начиналось наше восхождение на эту гору. Вот горы, которые окутаны облаками, с которых мы сейчас спустились. А вот так выглядит наша гора, когда нет облаков. Лето – это время, когда хочется, чтобы каждый день проходил насыщенно. В один из таких дней мы с другом отправились в очередное путешествие на байк в поисках водопада. Природа, как наша жизнь, полна неожиданных поворотов. Мы не знали, что нас ждет за следующим поворотом, но было интересно двигаться дальше. Может быть, именно в таких моментах мы и находим свое место в этом мире. В поиске, в открытии нового, в том, что не всегда легко, но всегда вдохновляет. Путешествие. Заехали к озеру, Леха взлетел поснимать видончики. Вот. Едем вообще на водопад, когда туда доедем, неизвестно. Поездки с друзьями – это не просто приключения. Это моменты, когда открываешь мир и себя, не задумываясь о том, что ждешь от конечной точки. Это дорога, а не цель, что важно. Мы ехали и не знали, что ждет нас впереди, но каждый поворот добавлял уверенности. И вот, наконец-то, мы нашли его – водопад. И не просто водопад, а тот, ради которого мы и начали это путешествие. Водопад. Мощь воды, звучание, которое не дает забыться. Этот момент, когда ты ощущаешь себя частью чего-то большего. Приезжайте сюда. Мы проведем вам экскурсию. В целом я ожидал, что будет хуже. Даже был расстроен немного. И как хорошо, что мы нашли этот водопад, и я смог насладиться этими моментами. Лето – это время, когда хочется чувствовать себя живым. И сегодня на рассвете мы отправились на озеро. Солнце, вода и легкий ветер дает ощущение свободы. В озере среди прозрачной воды и яркого неба мы нашли свою гармонию. Вэньтин, как и многие китайцы, не умеет плавать, но это не помешало ей наслаждаться водой. Мы купили ей круг и бегом купаться. Лето – это не просто время года, это время, когда ты можешь найти себя. Летом у большинства людей отпуска, каникулы. Есть много свободного времени, которое нужно посвящать себе.
Здесь, среди гор, озер и водопадов, я понял, главное не то, куда ты идешь, а как ты воспринимаешь каждое мгновение на пути. Лето может быть разным, но если ты научишься наслаждаться каждым моментом, неважно, на работе ты, дома или отправился в путешествие, оно останется для тебя незабываемым. А как ты проводишь это лето? Напиши в комментариях. И я надеюсь, что этим летом у тебя также будет много ярких и незабываемых моментов. А еще скоро выйдут новые видео из Шанхая, Санья, Хучжоу. Поэтому, чтобы не пропустить их, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был Николай и Вентин на канале «Свой путь. Про жизнь в Китае». И не только.